Вы на канале Заметки жизни и я Игорь Якун. Здравствуйте. Во второй части я продолжу свой рассказ о оружейной коллекции Вроцлавского арсенала. И начну ее со стендов с автоматами. Самый известный пистолет-пулемет автомат Второй мировой войны калибром 9 мм МП-38-40, простонародье называемый Шмайсер, на самом деле разработанный Генрихом Фольмером. Шмайсеру в этом автомате принадлежал лишь патент на магазин, использованный в конструкции этого оружия и характерной формы приемник для него с защелкой в виде кнопки. Чаще всего применялся отъемный коробчатый магазин на 32 патрона. Всего было произведено 1,2 миллиона, а с учетом послевоенных клонов до 2 миллионов образцов этого автомата. После Второй мировой войны широко используется во многих армиях мира, а в локальных конфликтах встречается вплоть и до наших дней. А вот, собственно, и сам Шмайсер МП-41. Шмайсер объединил в нем механизмы трех других немецких пистолет-пулеметов, своих МП-28, МП-36 и фольмеровское МП-40. Его производство было прекращено в 1942 году, поскольку считалось, что он не превосходит МП-40, а его производство было более сложным и трудоемким. Вот еще одна витрина с автоматами. Пистолет-пулеметы ППШ-41 Шпагина и ППС-42-43 Судаева калибром 7,62 мм. Основные автоматы советской армии во Второй мировой войне. В частности, автомат Судаева считается одним из лучших во Второй мировой войне и выпускался после войны и в Польше, в частности, с деревянным прикладом. Его финская копия, переделанная под 9-миллиметровый патрон, стояла на вооружении финской армии, а испано-немецкая копия финской в 50-е годы 20 века на вооружении пограничной стражи ФРГ. Внизу этой витрины два интересных пистолет-пулемета. ПМ-63 «Рак». Польский 9-миллиметровый пистолет-пулемет, который создали на рубеже 50-60-х годов с магазином в рукоятке. Магазин на 15 и 25 патронов. И 7,65-миллиметровый чехословацкий компактный пистолет-пулемет СА образца 61 года «Скорпион». Коробчатый магазин на 10 и 20 патронов. В фильмах часто с такими пистолет-пулеметами изображали террористов. Интересный стенд с автоматами Штурмгевер 44 и АК-47. Штурмгевер 44 – штурмовая винтовка, созданная в 1942 году конструктором Хуго Шмайсером. Немецкий автомат, разработанный во время Второй мировой войны. Среди автоматов современного типа стал первой разработкой, производившейся массово. Было выпущено около 450 тысяч единиц. Калибр 7,92 мм, секторный магазин на 30 патронов. От пистолет-пулемета Второй мировой войны ППШ, МП-40 и других отличался значительно большей дальностью прицельной стрельбы. Штурмгевер 44 стал прототипом для дальнейших разработок в мире перспективных образцов стрелкового оружия. Здесь же под ним находится и знаменитый автомат Калашникова АК-47 калибра 7,62 мм, количество изготовленных экземпляров которого превышает 100 миллионов. Почему они так размещены музейщиками? Наверное, для того, чтобы развеять миф о талантливом самоучке без опыта работы и образования, создавшей АК-47. Согласно многим исследователям-противникам этого мифа, над АК-47 работала большая группа квалифицированных оружейников, в том числе и Хуго Шмайсер. АК-47 содержал многие особенности автомата АБ-46 умершего оружейника Булкина, а чертежи Калашников получил от его вдовы. Скорее всего, это совместная работа многих оружейников, как и комиссионная винтовка Гевер 1888 года или винтовка Лебеля, где Лебелю принадлежала только пуля. Возможно, и в автомате АК-47 Калашникову принадлежали какие-то элементы, благодаря чему весь автомат получил его имя. Говоря о стрелковом оружии, нельзя упомянуть и о пулеметах. В музее их большое множество и разнообразие. Здесь и знаменитый пулемет Максима образца 1910 года, и множество других образцов. В частности, советский СГМ-43 с искривленным стволом для стрельбы из-за укрытий.
Но остановиться я хочу на двух долгожителях, состоящих на вооружении армии и в настоящее время. Первый. Крупнокалиберный станковый пулемет ДШК Дегтярев-Шпагин, крупнокалиберный, 12,7 мм. Образца 1938 года, питание ленточное. После Второй мировой войны пулемет был модернизирован и получил наименование ДШКМ. Состоял и состоит на вооружении многих армий мира. Всего было выпущено около 1 миллиона экземпляров. Активно используется в войне Украины с Россией. Причем с обеих сторон. Украинские специалисты разработали для него глушитель-пламегаситель. Звук полностью не исчезает, но сильно меняется, что вводит в заблуждение противника. А также модернизировали его до версии ручного пулемета, установив сошки, приклад, дульный тормоз и модернизировав ударно-спусковой механизм под условным наименованием ДШКМ-ТК – тактический комплекс. И это еще не все. В 2015 году для 81-й аэромобильной бригады украинской армии один пулемет ДШКМ был переоборудован в однозарядную снайперскую винтовку. Второй знаменитый пулемет – это немецкий ручной пулемет МГ-42 калибром 7,92 мм образца 1942 года. Интересно, что МГ-42 был создан инженерами Вернером Грунером и Куртом Хорном в малоизвестной компании «Фабрика металлических и лакированных изделий Йоганнеса Гросфуса» в городе Дёбельн в Саксонии. После Второй мировой войны модификации этого пулемета под различными наименованиями стояли и до сих пор стоят на вооружении Бундесвера, армий Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Израиля и еще ряда стран. Он активно используется в вооруженных конфликтах, в том числе и в Украине. Рассказывая об огнестрельном оружии, нельзя обойти револьверы и пистолеты. Вот витрина, на которой представлены дульнозарядные кремниевые и капсульные пистолеты. Вот в такой шикарной коробке бескурковый пятизарядный капсульный револьвер с системой двойного действия Роберта Адамса, образца 1851 года калибром 9 мм. В этой же коробке также принадлежности для обслуживания пистолета, в том числе пулелейка, а в левом верхнем углу под крышкой капсюля. Знаменитые капсульные шестизарядные кольты одинарного действия, 11-мм драгунский кавалерийский образца 1848 года. Надо отметить, что этих револьверов произвели около 18,5 тысяч. И оригинальные револьверы Кольт Драгун представляют ценность как антикварное оружие и являются предметом особого внимания коллекционеров. Стоимость отдельных экземпляров в хорошем состоянии доходит до $700 тысяч. И ниже 9-мм Кольт Navy образца 1850 года. Первый массовый револьвер Кольта, который был выпущен в количестве 272 тысяч экземпляров и состоявший на вооружении 27 армий мира. А вот на стенде пистолетов не менее легендарный полуавтоматический Кольт 1911 А1 калибром 11,43 мм, основанный на принципе короткого хода ствола, разработанный Джоном Браунингом и ставший эталоном в данном виде оружия. Производится он с 1911 года до настоящего времени, с незначительными изменениями. Всего произведено в мире около 7 миллионов, в том числе и 2,7 миллионов только фирмой Кольт. Примечательно, что пистолет стоял на вооружении офицерского и сержантского состава армии США с 1911 по 1985 годы, а в некоторых подразделениях состоит и сейчас. После 1911 года использовался и используется во всех войнах и вооруженных конфликтах. В витрине представлены наиболее известные модели револьверов, состоявших на вооружении силовых структур с конца 19 до середины 20 века. Это и 11,57 мм британский Webley Mark VI, самый мощный револьвер с переломной рамой, стоявший на вооружении 76 лет, и немецкий Reichsrevolver 1879 года. Револьверы с откидным барабаном, шестизарядный короткоствольный американский 9-мм Smith & Wesson, ниже него 8-мм французский Mas Mle 1892 года, легендарный с времен революции
1917 года и гражданские войны бельгийский семизарядный наган образца 1895 года калибром 7,62 мм с ударно-спусковым механизмом двойного действия и газовым затвором. Хотя наган и обладал устаревшей системой с боковым загрузочным затвором и стержнем-выбрасывателем для последовательного извлечения стрелянных гильз по отдельности, был менее технологичен в изготовлении и неприхотлив в обслуживании и производился как в Бельгии, так и во многих странах мира, в том числе Российской империи, СССР и Польши. На соседнем стенде не менее культовый пистолет революции 1917 года и гражданской войны. Маузер С-96, или правильнее сказать К-96, от названия модели Construction 96. Калибров 7,63 и 9 мм, модель 1896 года, с встроенным или отъемным магазином на 6, 10 или 20 патронов. Также выпускались 40-зарядные отъемные магазины. Было всего выпущено 960 тысяч экземпляров этого оружия. На стенде представлен 9-мм Маузер, так называемый Красный 9, с представленным прикладом. Так их приходят на ум стихи Маяковского: «Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер». Другой очень известный и не менее культовый немец Люгер П-08, Парабеллум 08, образца 1898 года. Использовал патроны, специально сконструированные для него, сначала калибром 7,65 мм, а после 1902 года и 9-мм. Боепитание: коробчатый магазин емкостью 8 патронов. Автоматика пистолета основана на использовании отдачи при коротком ходе ствола. Название Parabellum происходит от латинского высказывания «Si vis pacem para bellum» – «Если хочешь мира, готовься к войне», и являлась девизом немецкой фирмы ДВМ, выпускавшей этот пистолет. Впоследствии название Parabellum закрепилось за этой моделью и 9-мм патронами для него. Пистолет обладает прочной и надежной конструкцией, отличается качественным изготовлением, обладает высокой точностью. Пистолет Люгера оказал значительное влияние на развитие оружейного дела, превратился в своеобразный эталон для сравнения. Создавая новые системы пистолетов, конструкторы по сей день говорят о достижении кучности боя и других свойств, аналогичных Люгеру. Выпускалась и так называемая артиллерийская версия с длиной ствола 203 мм и прицельной планкой. Всего Люгера всех модификаций выпущено около 5 миллионов экземпляров. Некоторым внешним дизайном Parabellum напоминает другой не менее знаменитый германский пистолет Вальтер П-38 калибром 9 мм образца 1938 года, под тот же патрон и тоже с автоматикой короткого хода ствола и магазином на 8 патронов. Пистолет вместе с модификацией П-1 стоял на вооружении армии ФРГ и силовых структур до конца 20 века. В некоторых странах стоит на вооружении и сейчас. Необходимо отметить, что Вальтер П-38 и Люгер П-08 – это звезды советского военного кино. Без него немецкий офицер-фашист не фашист. Завершая рассказ о выдающихся Вальтерах, нельзя упомянуть еще об одном пистолете, ставшем в последующем образцом для подражания. Это Вальтер ПП образца 1929 года и его модификация Вальтер ППК образца 1931 года. Выпускались в 4 разновидностях калибров: 5,6, 6,35, 7,65 и 9 мм. Автоматика на принципе свободного затвора. Емкость магазина от 7 до 10 патронов в зависимости от калибров. Вальтер ПП послужил прототипом для многих пистолетов в разных странах мира, в том числе и для советского пистолета Макарова. Вальтер ППК калибра 7,65 мм – основное оружие агента 007 Джеймса Бонда. Вот видите Роджера Мура и Пирса Броснана в роли агента 007 с этим пистолетом. Завершая рассказ о коллекции огнестрельного оружия Польского музея, нельзя не упомянуть и о польских образцах.
ВИС-35 образца 1935 года под 9-мм патрон Парабеллум. Обойма на 8 патронов. Сконструирован Петром Вильневчиком и Яном Кшипинским как штатный пистолет войска польского. За образец они взяли Браунинг М 1911. Пистолет отличается высокой точностью и надежностью. Изготовлялся на заводе в Радоме. В 21 веке на том же заводе этот пистолет выпускался небольшими сериями. Планируется также возобновление его серийного производства. В музее огромное количество огнестрельного оружия, в том числе и целый стенд сигнальных пистолетов, так называемых ракетниц. Но обо всем не рассказать. Лучше, если есть возможность, посетить этот музей. В экспозиции арсенала есть зал имени Яцека Кияка, в котором находится уникальная в Европе коллекция военных касок и шлемов. Яцек Кияк, эксперт по военным каскам и шлемам, написавший по этой теме несколько монографий, в 1999 году подарил свою уникальную коллекцию музею. Здесь есть и кожаная треуголка, и каски австрийская, баварская, прусская гвардейская, российская императорской гвардии, даже испанская гвардия генерала Франко. Стенд с тропическими шлемами британскими, немецкими, французскими, китайскими и вьетнамскими. Каски Красной Армии 30-х годов 20 века со звездой французского образца 1915 года. Такая же, только польская каска. Советская каска образца 1939 года. Японская тип 90, принятая на вооружение в 1932 году и обтянутая материей. Стенды с германскими касками Второй мировой войны. Вот всеми известными. А вот желтая африканского корпуса Роммеля. Эти каски немецкие многим известны по фильму. Несколько стендов польских касок. Этот стенд польские каски времен Народной Республики различных подразделений. Отдельно польские времен Второй мировой войны и Варшавского восстания. Немецкие с нанесенными на ней отличиями армии Краевой. Среди огромного количества касок есть и каска армии независимой Украины. Это бывшая советская образца 1940 года. В соседнем зале представлена экспозиция «Униформа польского солдата». На выставке представлено 60 предметов форменной одежды, головных уборов и обуви польских военнослужащих в период Второй мировой войны на разных фронтах. Эта уникальная коллекция практически самая полная такая коллекция в мире. Вот стенд польской униформы начала Второй мировой войны. Униформа польских летчиков, воевавших в составе британских ВВС. Обмундирование военнослужащих, воевавших в составе Первой армии войска польского на Восточном фронте. Униформа польских моряков, воевавших на Западе. Вот даже есть образец тропической униформы. Посредине этого выставочного зала расположена богатая коллекция сабель, в основном времен Второй Республики, многие из которых принадлежали когда-то известным польским офицерам и генералам. Сабли выставлены на фоне старых фотографий с изображением этих сабель и их владельцев. Вот стенд с французскими саблями и палашами из вооружения польской армии во Франции, армия Галера Первой мировой войны. Стенд с российскими саблями из вооружения польских формирований Российской императорской армии в Первую мировую войну. Интересная особенность: к ножнам правой сабли рядового драгуна прикреплен штык карабину Мосина. Прусские сабли и палаш польских формирований во время Великопольского восстания 1918-1919 годов на землях Западной Польши, вошедших в состав Пруссии при разделах Речи Посполитой. Польские сабли времен Второй Республики. Крайняя справа принадлежала известному польскому военному и политическому деятелю, дивизионному генералу и сенатору Александру Осинскому.
Тут же его фотография, бравый генерал с усами. Польские сабли времен Второй Республики, принадлежавшие видным польским военным, все богато украшены красивыми гравировками. В частности, крайняя справа принадлежала маршалу Эдварду Рыцмигле, имеет и золотую гравировку. Польские времен Народной Республики и современные сабли – род почетного караула. Выставку этого зала дополняют и знаки воинских частей, полков, батальонов и училищ войска польского, а также знаки памятных событий. Военные медали и ордена польского правительства в эмиграции и медали Просоветского комитета национального освобождения. Уникальной экспозицией этого зала являются стенды, отображающие хронологию развития старейшего и почетнейшего польского ордена Virtuti Militari – воинская доблесть. Утвержден в 1792 году последним королем Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским после победы в битве под Жилинцами. На первом стенде представлена эволюция ордена из вида золотой и серебряных медалей 2 ступеней или классов до ордена в виде креста, имеющих 5 ступеней. Среди первых награжденных были Тадеуш Костюшка и Юзеф Понятовский, единственный иностранец маршал Франции. Под медалями кресты разных ступеней периода герцогства Варшавского. Стенд с орденом образца 1919 года времен Второй Республики. Стенд с орденом образца 1944 и 1956 годов времен Польской Народной Республики. Сейчас статус и внешний вид ордена вернулся к периоду Второй Республики. Вот к такому. На стенах зала несколько картин с батальными сюжетами и портрет национального героя Польши Тадеуша Костюшка, неизвестного художника XIX века. Я рассказал в общем о коллекции музея. Конечно, если есть возможность и желание, лучше самому посетить музей и ознакомиться с его экспонатами. Получите незабываемое удовольствие на всю жизнь. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. До свидания.